Эта история не просто хроника необычного сожительства человека и птицы, а глубокое размышление о том, как случайность может навсегда изменить судьбу. Каждое утро ровно в 6 часов тишину в доме семьи Нисимото нарушал резкий, но уже привычный звонок стационарного телефона. Глава семейства снимал трубку, зная, что услышит вежливый, но смиренный голос станционного смотрителя из Кагосимы. «Господин Нисимото, ваша Лала снова на станции». В этом маленьком японском городе все знали. Если королевский пингвин в рюкзаке разгуливает по перрону, значит, у нее запланирована утренняя инспекция окрестностей. Все началось с чистой случайности, которую никто не мог предусмотреть. Обычный рыбак, закинувший сети в теплые, прогретые солнцем прибрежные воды префектуры Кагосима, ожидал увидеть привычный улов. Однако, вытягивая сеть, он почувствовал странную непривычную тяжесть. В ячеистых нитях билось и путалось существо, которому здесь было абсолютно, категорически не место. Раненый и доведенный до крайнего истощения королевский пингвин. Трудно представить более разительный контраст. Величественная птица, чьим домом должна быть ледяная субантарктика с ее вечным холодом, оказалась в субтропиках Южной Японии за 1000 миль от родины. Эта чуждая среда должна была стать для нее могилой, но судьба привела ее к Нисимото. Семья превратила свой дом в настоящий госпиталь. Они бережно обрабатывали раны птицы, следили, чтобы она не перегревалась, и кормили самой свежей рыбой. День за днем под их заботливыми взглядами царственная птица крепла, ее перья в ночь приобрели стальной блеск, а во взгляде появилось прежнее достоинство. Когда Лала окончательно поправилась, Нисимото решили поступить так, как велел долг. Понимая, что дикое животное должно жить на воле, они отвезли ее к океану, надеясь, что зов предков вернет ее в родные просторы. Лала долго и внимательно смотрела на бескрайние волны и горизонт, а затем просто развернулась и своей неуклюжей, но решительной походкой зашагала обратно к машине. Попытки выпустить ее повторялись, но результат оставался неизменным. С немигающим достоинством пингвин ясно дал понять. Она взвесила варианты и сделала окончательный выбор в пользу холодильника семьи Нисимото. Японское лето с его изнуряющей жарой и плотной влажностью — суровое испытание, которое для королевского пингвина могло стать смертельным. Логика кричала о том, что птице не место в городе, но Лала была непоколебима. Она упрямо дежурила у входной двери и перед холодильником, глядя на хозяев своими глубокими, спокойными глазами. И Нисимото сдались. Чтобы обеспечить гостье комфорт, они построили для нее специальную комнату с мощным климат-контролем, где поддерживалась идеальная прохлада. Лала обустроилась там так уютно, словно прожила в Кагосиме всю свою жизнь. Чтобы прочувствовать то, что происходило дальше, нужно представить атмосферу этого места. Тихий жилой квартал, где все соседи знают друг друга по именам. И вот в одно прекрасное утро ворота дома открываются, и оттуда с важным видом выходит королевский пингвин. На его спине красуется маленький синий рюкзачок с вышитой мордочкой знаменитого мультяшного пингвиненка Пингу. Лала шла в одиночестве, но с четкой целью — к рыбной лавке, расположенной в 400 метрах от дома. Удивительно, но соседи не поддались панике и не стали вызывать службы контроля. Напротив, они с радостью включились в это ежедневное шествие. Когда Лала проходила мимо их домов в знойные дни, люди выходили во дворы с садовыми шлангами и бережно обливали ее прохладной водой. Лала принимала этот освежающий жест с видимой благодарностью, после чего продолжала свой путь, приветствуя знакомых коротким теплым взглядом. В рыбной лавке их ритуал был отточен до автоматизма. Лала входила внутрь, и хозяйка лавки уже знала, что делать. Она аккуратно открывала рюкзачок, доставала оттуда кошелек, забирала нужную сумму и вкладывала внутрь свежую рыбу.
Лала была настоящим гурманом, и ее фаворитами всегда оставались сардины и тунец. Иногда за примерное поведение она получала дополнительную рыбину прямо на месте. После этого Лала разворачивалась, снова принимала душ от соседей по дороге назад и возвращалась домой с видом существа, успешно выполнившего важное поручение. В семье Нисимото росли две дочери, которые взрослели бок о бок с пингвином, деля с ней пространство дома и ритмы жизни. Лала не была питомцем в привычном понимании. Ее не держали в вольере. Она была полноправным членом семьи со своими причудами. Своим мощным клювом она научилась открывать оконные защелки, когда ей хотелось погулять, а несложные трюки выполняла не за еду, а словно из одолжения. Более того, она даже предлагала угощения пришедшим гостям, демонстрируя удивительное гостеприимство. Местные детские сады со временем начали менять маршруты своих прогулок, чтобы они обязательно проходили мимо дома Нисимото. Маленькие дети собирались у забора, глядя на мир восторженными глазами, когда Лала выходила поприветствовать их. С каждым таким визитом она становилась все более общительной и уверенной в себе. Старшая дочь Нисимото, Тадаи, спустя годы признавалась, что ее детство было настолько пропитано присутствием Лалы, что она всерьез мечтала когда-нибудь назвать своего ребенка в честь этого пингвина. Вскоре слава о Лале вышла далеко за пределы Кагосимы. Сначала ее начали показывать в японских развлекательных шоу, а затем кадры с пингвином в рюкзачке пересекли океаны, попав на мировые экраны. И то, что люди видели в этих репортажах, заставляло их замирать у экранов. Это не было просто забавным видео с дрессированным животным. Это была история о существе, которое ведет полноценную, осознанную жизнь. Ходит в магазин, расплачивается за покупки и ориентируется в городе лучше многих людей. Лала двигалась в своем ежедневном ритме с таким спокойным самообладанием, что зрители невольно видели в ней очень маленькую, но достойную личность, у которой вместо рук — плавники. Зрители со всего мира были единодушны. Лала действовала успокаивающе на каждого, кто ее видел. Она сама выбрала этот путь, предпочтя бескрайнему океану уютный мирок с добрыми соседями. Глядя на нее, люди осознавали простую истину. Дом — это не всегда вопрос происхождения. Иногда это вопрос решения остаться там, где тебя искренне любят. Японское телевидение ласково прозвало ее пингвином на посылках и птицей, которая выполняет поручения. Лала прожила с семьей Нисимото 13 лет, полных взаимного уважения и тихой радости. Каждый год во время линьки она на целый месяц перебиралась в основной дом. В этот период она, следуя инстинктам, почти ничего не ела, и семья бережно подстраивала свою жизнь под ее состояние. В остальное же время она занимала свой пост у холодильника, гуляла до станции и исправно носила свой маленький рюкзачок. В 1996 году Лала ушла из жизни из-за пневмонии. Ей было 13 лет, солидный возраст для королевского пингвина. Семья Нисимото не стала ничего менять в ее комнате, сохранив ее ровно в том виде, в каком она была при жизни любимицы. А улица, по которой она 1000 раз проходила свои 400 метров, чувствуя, как рюкзачок мерно покачивается на спине, была официально названа в ее честь — Лала-Эл-Стрит, улица Лалы. Это название сохраняется в Кагосиме и сегодня. Некоторые существа оставляют в нашей жизни настолько глубокий след, что само пространство продолжает помнить их. Лала, пришедшая из моря и отказавшаяся туда возвращаться, построила жизнь, наполненную тихим чудом. Ее никто не принуждал ходить по поручениям и не дрессировал уловками. Она просто понаблюдала за тем, как устроен быт людей, решила, что этот порядок ей понятен, и стала участвовать в нем на своих собственных условиях и в своем собственном темпе. Старшая дочь Нисимото все еще хранит надежду передать эту искру памяти следующему поколению.
В рыбной лавке до сих пор помнят ее вкусы, а соседи пересказывают истории о тех утрах, когда они стояли у ворот со шлангами, охлаждая спешащего по делам пингвина. Они говорят об этом так, будто это было самое естественное событие на свете. Наверное, в этом и заключается главная ценность истории Лалы. Человек и природа нашли общий язык не через подчинение, а через простую симпатию и признание права быть собой.